Так, всем утро доброе. 6 утра у нас. Мы уже решили на пляж сразу рвануть, чтобы места занять. Поедем на машине. Что за поза такая? Так, пляж мы выбрали итальянский. Венеция. 273 километра и ехать нам туда 3 часа. Так, в общем и целом, я думаю, надеюсь, все поняли, что мы едем просто в Венецию. Потом, наверное, да, расскажем заодно, сколько дорога нам стала. Мы выехали с Кострены. Что мы там заплатим по платным дорогам, что мы едем через Словению. Мы будем пересекать словенско-хорватскую границу, потом словенско-итальянскую, сказать, мексиканскую границу. Да, ну и вот ехать нам 250 километров в одну сторону, 250 в другую. Сначала у нас был вариант поехать на катамаране, но ноги решили, да, педали там крутиться, долбешься, да, плюс мы совсем недавно поехали вот на этой лодочке маленькой покататься, по Кырку там посмотреть на дно, и только там сели наши уже дамы, там, смотрю, белые сидят, начали укачиваться. Ну, мало ли, там, скорость набрали, стало получше, но... А вдруг, вот представь, там 3 часа на катамаране, у тебя 3 часа просто будет кошмара. Так что... решили... Там бар был бы. Ну да, бар был, как бы решили поехать на машине, хотя тут и другой вариант. У нас жен двоих укачивает. Поэтому тут или их садить одну за руль, вторую рядом, или вот ждать, пока там... Укачает нам спину. Пока укачает нам спину. Так что ладно, все. По дороге будем что-нибудь там рассказывать и ехать в Венецию. Так, евро 9. У нас первая платная дорога. Вон, можно евро 0,9. 8 кун. 8 кун ровно, да, кстати. У меня есть 6. 8, да? Да, 8 кун. Так, первые растраты. Евро 0,9. Видишь, 8 кунолингусов получилось. 8 кунолингусов? Я это не буду вырезать. Все, получается, границу мы пересекли. Мы сейчас в Словению въехали, так? Да, Серега? Да, сейчас в Словению въехали, все, у нас просто паспорта и карточки, ну, ID-карты эти. Короче, карточки проверили, и все, там не сканировали ничего, посмотрел, отдал, и все, и поехали. Кстати, въехали в Словению, топливо евро 70, а в Хорватии, вот посчитали, мы выезжали евро 80, 10 центов разница. Так что, если едете, заправляйтесь в Словении. Так, все, да? Пересекли мы итальянскую границу и смотрим по картам. Короче, там что-то на юге сейчас все горит жестко. Мы сначала думали, просто дымка какая-то. Ого, тут дорога, ничего себе. Итальянская. Слушай, итальянские кочки такие мощные. И там смотрим пожарных машин, просто жесть. Я сейчас открыл карты, там, короче, все горит. Некоторые дороги вообще перекрыты. В районе это получается. А вот, если ехать уже вниз, опускаться нам на Дуину какой-то, там все закрыто. Там лесной пожар, даже Google там жестко, короче, показывает, что нет. Извините, вы туда не сможете ехать. Вот все, короче, в дыму пока вот. И запах, да, вот мы тоже сначала едем, потому что за фигня такой запах гари, там вот. Так, сейчас я угол сделаю поуже, попробую не широкий, и вы посмотрите, если будет видно, то это вот все
раме вот это вот такая, как... Так вот, смотри, там дым горит, видишь? Да, Сейчас увидим, поедем. наверное, увидим, может. Он даже, да, видно, вот горит отсюда. Там вот вдалеке вон. Да, все. И вон все это. Все в дыму, короче. Жесть, там все горит. Пожары, если Да, вон. Особенно здесь хорошо видно, это все дым. Вот. там брать капочку надо. Так, все у нас. И потом ты оплачиваешь, да, сейчас берешь. Так, у нас итальянская уже дорога идет платная. Так, у нас, короче, перестройка маршрута закрывает окно, тут воняет. Идет жесткая. Тот маршрут, который мы ехали изначально, уже показан Google перекрыт, потому что там все горит. Вот, допустим, налево мы бы уже не смогли. Вот он еще был открыт, мы должны были ехать. Все. Это вот там трест и туда. Его уже закрыли, потому что там все горит. И дальше, через километров 60, тоже показано, что там перекрыли, потому что все горит. Да, все перекрыли. Будем надеяться, что нормально доедем. Осталось 120 километров. Да, нам осталось 120 километров, но там уже показано, скапливаются пробки. Что пешком пойдем? Потому что сейчас как раз всех начинают в объезд пускать, и скорее всего там сейчас постоим в пробочках. Ну, ладно, разберемся, что да как. Так, все, разобрались, мне кажется, с карты. Google показал объезд, но пока вот час 40, 117 километров, и он желтым. Значит, там еще где-то пробки. Пробки, наверное, сейчас будут на съезде, но посмотрим. Туннель или что там закрыто, там какая-то авария серьезная, тоже перекрыли, так что... Ой, так что не знаю. Пока прибытие в 9:49, но во сколько приедем, посмотрим, да? Он же тоже поехал, видишь? Да, там закрыто, еще закрыто, там дальше потом закрыто, да. Потому что он все мониторит, этот итальянец нормальный. Отстояли мы сколько? Час отстояли в пробочке, да, 600 метров проехали за час. Ну и вот сейчас, кажется, наконец-то уже мы начали двигаться. Нам осталось час 29, 88 километров ехать, час 29. Показано в 10:37 прибытие. А сначала во сколько должно было быть прибытие? 9:27. 9:27. Ну, короче, на час мы пока что выпали. Ну, дай бог, что больше ничего не случится. Посмотрим. Вот сейчас оплата будет за дорогу, кстати. Посмотрим, сколько мы за дорогу отдали. Ну, так себе услуги они предоставляют, честно говоря, 600. Стояли на автобане в пробке. В пробке на автобане стоять. Конечно, так Спасибо себе. вам. 3,70? 3,70. 3 евро 70. Все. О, ничего себе, поехал, закричал. Все, 3 евро 70 мы отдали за кусочек итальянской дороги. Вот сейчас ищем туалет. И одна рельса вот, посреди дороги. Типа, может, кто знает для чего это, напишите вот она. Реально одна рельса и все. Так, мы запарковали машину, парковка вообще интересная. Ты оставляешь ключи в машине. Вот у всех лежат ключи. Типа она охраняема на каждом... Да, на каждом этаже свой сторож, короче, ходит. Типа все как в тоннеле в случае, наверное, мы так подумали, возгорание, типа, если она какая-то машина загорится, чтобы остальные можно было отогнать, я не знаю. Вот так прикольно. Так, ну что, господа, вот мы и в Венеции. О, будь здоров, доехали. Виды пока что так себе, я тебе скажу. Доставайте там путеводители свои. Да чтоб тебя, заразу, подсыпают здесь воздух. Мне кажется, нам туда вот надо. На тот мост, где все идут.
Честно говоря, какой-то кипиш такой непонятный вообще. Идешь, куча людей, лодки гоняют там. Кто-то на кого-то ругается, постоянно кричит. Лодочники на копов, которые на лодках тоже кричат там. А это, смотри, типа какая-то остановка для лодок там и типа автобусная. В Рим 8 минут. Типа и проездной какой-то? Да, да. Плавай. Да? Ну, типа да, наверное. Нет, так надо. Что это, Ольза, мост? Как он там называется или что? А? Короче, Сан-мост какой-то. Фуру разгружают водяную. Ой, все хорошо, но жара просто дикая. А сколько градусов? 36? У меня под рюкзаком уже, я даже не хочу майку трогать там просто. А так красиво. Обнимите. Самое интересное, даже сидеть нельзя на ступеньках здесь в центре.
Так, это как, Серега, центральная площадь считается Венеция? В общем, все в шляпах китайских, в ремонте. Вот эти вот шляпы, вот это вот, они по всей площади стоят, а сесть на ступеньки ты не можешь. К тебе подходит там человек и говорит: не-не-не, сидеть нельзя, вы что? А зато вот эта вот шляпа, что здесь стоит, ну как бы нормально. Хотя она все портит ужасно. Но красиво, классно. Единственный минус — жара сегодняшняя. Это, конечно, у Нолька уже посидела в обмороке немного. А я уже в предобморочном состоянии. Насквозь мокрый. Зай, правей. Ну или ладно. Держи здесь Сергея. Так, решили найти какую-нибудь пиццерию, перекусить, а потом в плане гондола. Будем кататься? Да, хотим на гондоле махануть маршрут, посмотреть. Правда, нельзя, вот на солнце выходишь, все, просто начинаешь гореть, потеть и все тому подобное. Жутко жарко сегодня просто. Кто сканирует меню? Давай, Серега, загружай пиццу. Принесли пиццу такого дерьмища, извините за выражение. Ну, посмотри, во-первых, это миллиметр толщины. Как называется эта пиццерия? Тротория? Нет, как там? 1000 гурмет, да? А вон на Wi-Fi написано. Вот если будете в Венеции, вот эту вот пиццу никогда в жизни не заходите, не берите. Нет, такого фуфла я не ел никогда. А я пиццу много переел, не-не-не. Это шило полное. Принесли счет, вот мы заказывали просто 2 пиццы, 3 воды и еще и коперта. Ну типа за место мы еще с каждого по 2 евро взяли. Ну за то, что мы здесь посидели. Блин, жесть. Да, пицца шила. Мы еще чек ждали почти, наверное, минут 20, чтобы нас рассчитали. Все, ложите 44 евро ровно. Я предлагаю чай не евро не положить, все. И пойдем. Да. Все, взяли за 80. Там был еще за 120. Да, типа, он такой за 120. Я говорю, не-не-не, 80. Да? Мадам? О, слышь, черт сел куда? Да, мы на табуретках. Все, взяли мы, короче, за 100 евро. Короче, типа специально для нас. Нет, там, короче, он мне предложил, смотри, за 80 маленьких, Ну, за 80 маленьких, большой 120. Вот он сейчас мы сели, он говорит, теперь специально для вас этот маршрут за 100. Мы говорим, окей. это специально для вас, это маленький маршрут. За 100. Развели лохов. Очень приятно, очень приятно. Сейчас я поркаю. Пацаны его заставят. Гондольеру смотрели, Иммигранты. Ну прикольно, но интересно, особенно эти переговоры постоянно, у гондольеров вообще прикольно, кричат там. О, Феррари. Ну что такое? Нас обгоняют, смотри. It's like speed car. Он быстрее хочет, они заканчивают. Ага. А, что, Казанова? О, дом Казановы? Нормально.
And you know this whole street? Казанова хаус. Казанова хаус, да. Ну это, конечно, может выше, не выше, но она же не может тоже там погрузочная работа. Уровень-то прибывает, не бывает. When was this problem with the water? It's level November, also water 1 In meter November? more. November, very in November, yes? November, very Ага. Ну как вам, дамы? Я считаю, вот это вот соточка вот это стоит этого, я скажу так. Вообще реально. Oye, está quedando. Или за пиццу это 44 дали, или вот... Не, но все равно в Италии побыть вкуснее. Да, в Италии пиццу надо поесть и на гондоле покататься, так что на сегодня, я думаю, как бы все эти гельштаты, Шталь закрыли. гештальты, все гештальты, гештальт закрыли. Вот смотри, чувак, что это ходит. О, смотри, спортсмен. А, это фитнес-клуб. Ну. Да, я? Да. And let's pay. It was nice. It was like first sex. Prosecco con prosecco. Prosecco, Valdo Viale. Thanks. Bye. Grazie, Bye. molto gentili. Buona giornata. Все. Прикольно. Так, все, мы решили двигаться в сторону машины. Как раз где-то это займет часа сколько? Полтора, наверное. Уже полпятого. Мы теми улицами, что ли? Ну, пойдем в теньке примерно плюс-минус. Да, так что двигаемся уже в сторону машины. Уставшие, но довольные. Довольные? Все довольные? Да. Особенно гондольеры. Особенно гондольер довольный. Но он реально там, он хорошо зарабатывает. Вот так вот с нас соточка. Я думаю, косаря 2-3 в день у него есть. Ну, молодец. Все, в итоге двигаемся мы к машине. На сегодня съемку в Венеции я заканчиваю. Наснимал много. На GoPro вот очень пожалел, что не взял с собой нормальную камеру, но настолько жарко, что если бы я еще в рюкзак положил и свою большую камеру, то я вообще, наверное, с ума сошел. И так было очень тяжело. Все, идем к парковке нам. Заблудились мы, короче. Серега, куда ты? Аня, вышли. Так что... Вот смотри, где Google идет, да, а где мы идем, вообще дома. Ладно, все, давай там уже не это. Что сядем уже в машину, доедем мы до Хорватии, и тогда подытожим, сколько нам... Мы оплатили дорогу в две стороны. Гондольера, ну, гондольера вы уже видели, 100 евро было. Ну и сколько вообще потратили денег так на перекусить. Ладно. Ищем нашу парковочку. Все, умылся в фонтанчике, вообще легче стало. И вот уже наша парковка впереди. Все, идем платить и садиться в машину. А у нас сегодня льет. Ну, тогда мы с Сергеем сейчас, кстати, и закончим видео. Расскажем, что получилось по ценам.
Напоминаю, выезжали мы с Кострены. Начнем по дороге. Дорога нам получилась 250 километров туда-обратно, правильно? 500, это... Ой, 250. 500 километров туда и обратно. Это сколько? Это 60? По топливу посчитай. Мы посчитали, что получилось по литру, по литражу не помню, но по евро получилось там где-то 45 евро. 45 евро нам за топливо Да. стало туда-обратно, 500 километров. Дальше 32 евро парковка нам стала. Платные дороги 14,5 евро. 14,5 платные дороги. 100 евро гондольер, это вот на всех мы потратили, на двоих разделили, на 2 семьи. Что еще у нас? Потом еда там поели, получилось Покушали 44 44 евро, да. И в магазине мы уже в Лидле потратили на обратном пути. Там пиво итальянское купили и все тому подобное. До этого мы еще купили там разные там браслетные цепочки, там сувениры на 20 евро. Громыхает просто жутко. Вчера было 36, сегодня вот это вот. Какая сумма в итоге получилась? Общее? Да. Ну мы по 2 семьи где-то по 135 евро. По 135 евро нам на семью получилось. Вот так вот. Так что спасибо за просмотр. И до новых видео из Хорватии. Надеюсь, погода изменится.